Аниме начинается с празднования бракосочетания популярного кумира по имени Катоминг. Ее муж — обычный гражданин. Они оба получили письмо от правительства, в котором говорилось, что пришло время пожениться. Позже мы узнали, что в Японии была введена специальная мера по борьбе с низкой рождаемостью. Эта мера известна как закон Юкари, который был принят около 40 лет назад. Следовательно, мужчины и женщины старше 16 лет имеют своих партнеров, полностью назначенных по решению правительства. Им также запрещено вступать в любовные отношения с кем-либо, кроме назначенного им партнера. Благодаря осуществлению этих мер удалось обратить вспять низкий уровень рождаемости. В совокупности наблюдалось улучшение способностей рожденных детей по сравнению с предыдущими поколениями. Поэтому браки Юкари обещают счастье наследственного характера, известное как «красный сын науки». Однако был один обычный молодой человек, который был недоволен этим законом. Позже нас познакомят с протой по имени Юкари Ниджима. Он обнаруживает, что очень осторожно наблюдает за девушкой, когда его прерывает его одноклассник Тада. Внезапно Тада заявляет ему, что с этого момента он будет жить по любви и никогда не женится. Затем прота направляется в дальний конец зала, где лежит Исака, игнорируя его полностью связанным. В этот момент он спрашивает своего друга, что происходит с последним, поскольку он ведет себя очень странно, чем обычно. Тогда Нисака рассказывает что он слышал, что Такеда наконец получил письмо от правительства, и он нервничает, потому что завтра он встретится с ней. Такеда прерывает их разговор, чтобы уточнить, что он не нервничает, он просто хочет, чтобы его сердце было свободным. Поэтому он хотел бы знать, учитывает ли это правительственное письмо любовь. Вот почему он обещает влюбиться в кого-то и никогда не жениться на незнакомом человеке, что правительство решило за него. Услышав это, прота выражает ему, что понимает все его чувства. Некоторые товарищи, которые слушали его разговор, отмечают, как грустно думать, что существует закон, который обязывает мужчин вступать в брак, что все равно, что принуждать их жить неполноценной жизнью. Затем Тада говорит им, что они должны продемонстрировать свою решимость, поэтому они образуют круг между собой и клянутся никогда не вступать в брак. Мы внезапно замечаем, что девушку, за которой прота тайно наблюдал, зовут Такасаки, и в этом она подходит к группе, и осознав это, они бросают вызов. Парни поражены тем, что она извиняется и спрашивает, не могут ли девушки присоединиться к этому обещанию. Такеда уверяет ее, что с этим нет никаких проблем, поэтому она с облегчением говорит парням, что тогда у нее есть обещание, и уходит с этого места. Как только Такеда уходит, он замечает, что было бы замечательно, если бы девушка, которую правительство выберет для него, была Такасаки. Тут мы понимаем, что все школьники смотрят на нее так, как будто она ангел, упавший с небес. Во время смены сцены мы видим, как прота сидит в своей комнате, погруженный в свои мысли о разговоре, который у него был на уроке. У него уже есть кто-то, кто ему нравится, и он хотел бы иметь возможность заявить о себе в зависимости от дня. Мы сразу обнаружили, что человек, в которого он явно влюблен, из Такасаки. Сразу после этого он направляется к ящику своего стола и достает коробку, в которой у него хранится ластик. Это напоминает ему о том времени, когда он встретил Такасаки в начальной школе. В это время он был ее соседом по комнате. Потом он понял, что у нее был только карандашный ластик. Немного подумав, он предложил ей половину своего черновика, чтобы ей было удобнее. Она подошла к нему и поблагодарила. Одним этим жестом она забрала у него все, так как с того дня он начал ей нравиться. Это были единственные слова, которыми они обменялись за всю свою жизнь, но ее улыбка для него незабываема. Позже мы увидим, как прота ужинает со своей семьей. Его родители напоминают ему, что завтра его день рождения, и что, скорее всего, в этот день к нему придет письмо от правительства. Этот комментарий заставляет Эль Прота осознать, что к тому времени, когда письмо поступит, его брак будет заключен с кем-то другим навсегда. Однако он решает продолжать любить Такасаки, поэтому мысль о том, что правительство выберет ему пару, ему не очень нравится. Вот почему он полон решимости признаться в своей любви Такасаки первым делом завтра в школе. На следующее утро мы видим, как прота встречает ее в коридоре, когда она шла с одноклассницами. Из-за этого она просит своих подруг выйти вперед, чтобы она могла поговорить с ним наедине. Затем он упоминает ей, что они были соседями по комнате в начальной школе, на что она отвечает ему, что у нее нет воспоминаний об учебе с ним. Этот комментарий заставляет прота очень смущаться и сомневаться, подходящее ли сейчас время признаться в том, что он явно чувствует.
Тем не менее знает, что это его последний шанс сделать это, поэтому он решает пригласить его в начальную школу, где они вместе учились, в 6 часов вечера. Он уверяет его, что он может не уходить, как ему заблагорассудится, но что он будет там ждать его столько, сколько потребуется. Чуть позже, полное волнения, мы видим, как Прата ждет Такасаки. Со временем становится все позже и позже, пока охранники парка не попросят его отправиться домой. Как раз когда он собирается уходить, в парке появляется Такасаки и приносит ему небольшие извинения за задержку. Увидев ее, он совершенно очарован ее красотой и потерял дар речи. Действия продолжаются, они направляются к скамейке в парке, и она замечает, что Прата устроил кунг-фу из песка. Эта ситуация немного смущает Юкари, которая начинает все объяснять. Когда он понимает, что говорит слишком много, его парализует, и она смеется. Тут он вспоминает, что он всегда был таким с детства, так как однажды он представил конфу в школе. И несмотря на то, что его сверстники не обращали на него внимания, он продолжает говорить о увлеченной своим проектом. Услышав это, он понимает, что если она вспомнит об этом, то она признается ему, что сказала это только для того, чтобы расстроить его. Это откровение успокаивает Прата и дает ему уверенность выразить то, что он чувствует. А также среди мальчиков в его классе он не из тех, кто выделяется. Дело не в том, что он уродлив или особенно красив, а в том, что люди даже не тратят время на то, чтобы оценить его. Вот почему он приложил все усилия и попросил у Исаки совета, как улучшить свой имидж, и учился больше, чем кто-либо другой, просто чтобы он мог учиться в той же школе, что и она. Наконец-то ты признаешься ему в том, что на самом деле хочешь сказать им, что он тебе очень нравится. После этого мы видим, что Такасаки не может сдержать слез, что вызывает беспокойство у Праты, и он извиняется перед ней, сожалея, что не учел ее чувства. Однако она достает из его кармана кусок черновика, который совпадает с другой половиной, которую он хранит в своей комнате. Она сразу признается ему, что, очевидно, на самом деле он ей тоже нравится, и что он всегда был таким с того дня, как они поговорили в начальной школе. Услышав это, Юкари не может не обнять ее, потому что все эти годы она ему нравилась, и он очень счастлив, что она чувствует то же самое. Затем он говорит ей, что готов провести с ней остаток своей жизни, но внезапно Такасаки спрашивает его, не следует ли им поцеловаться прямо сейчас. Это впечатляет Прата, но в конечном итоге он явно соглашается. Поэтому она говорит ему, что когда он влюблен, целоваться можно, если вы нравитесь друг другу, так что она встает перед ним и целует его. Внезапно Юкари получает сообщение от правительства. Это вызывает у Праты беспокойство, и он понимает, что уже полночь. Но как только он читает сообщение, он взволнован, потому что человеком, которого выбрали в качестве его партнера, был Такасаки. Внезапно его телефон отключается, и он не может продолжать читать сообщение. И сразу после этого мы видим, как очень подозрительно поступают правительственные агенты, которые доставляют ему распечатанное письмо, в котором говорится, что, похоже, брак, которого он коснулся, это девушка по имени Санада Ририма. Получив эту новость, Прата отказывается ее принять и сообщает ему, что только что получил сообщение о том, что Такасаки — его настоящая пара. Тем не менее, они отвечают, что правила незыблемы, и что поскольку несовершеннолетний, если он хочет общаться со своим партнером без ничего, должен это делать через них. Они без лишних слов покидают это место. После этого Такасаки поздравляет Проту с днем рождения и выражает ему, что 30 минут, которые вы провели вместе, достаточно, чтобы дать ему счастье еще на 70 лет. Она добавляет, что была бы очень рада, если бы он тоже разделял то же чувство, и сразу же убегает с места, опустошенная этой новостью. Прата со своей стороны уходит вслед за ней, размышляя о своем отказе принять абсурдный мир, в котором явно решено, за кого ты выйдешь замуж. Наконец он догоняет, и они остаются обниматься посреди улицы, а Такасаки проливает слезы у него на руках. Во время смены сцены мы видим, что родители Праты уже знают об их помолвке. Они очень взволнованы тем, что наконец-то пришло время для Праты. Однако Юкари, похоже, обескуражена этой новостью. Внезапно его родители сообщают ему, что он пропустит занятия, чтобы он мог познакомиться со своей будущей женой. На следующее утро он появляется в школе в своей маске. Его друг Нисака, увидев его, сразу понимает, что речь идет о нем, поэтому спрашивает его, что он делает в школе. Тогда Прата очень энергично отвечает ему, что он сбежал со своей первой встречи со своей женой. К тому же они пообещали, что никто из них не женится, и поэтому он здесь. Услышав это, все его одноклассники вскрикивают от удивления. Поэтому Прата оказывается в классе учителей, где ему сообщают, что он не может быть в школе в это время. На это Прата отвечает, что он пришел в школу учиться. Однако учитель замечает ему, что хотя хорошо, что он увлечен учебой, важно выполнять свои текущие обязанности.
Поэтому учитель советует ему вести себя правильно, если он не хочет ни о чем сожалеть в будущем. Прата размышляет над словами учителя и приходит к выводу, что на самом деле он там, потому что не хочет ни о чем сожалеть в будущем. После этого Такасаки подходит к тому месту, где находится Прата, и вместо того, чтобы войти в комнату, просит его. Они разговаривают через от двери. Она также спрашивает его, что он делает в школе, на что Юкари отвечает ему, что когда он признался в своих чувствах, он сделал это совершенно искренне. Поэтому он выражает ей, что считает необходимым поговорить о них. Тем не менее, она объясняет ему, что, возможно, он неправильно истолковал последнее, что она сказала, когда они явно были в парке. На самом деле она имела в виду, что они должны хранить свои отношения как хорошие воспоминания и как таковое быть частью прошлого обоих. Вот почему ее беспокоит, что он ведет себя таким образом. Наконец, она просит его, если он правильно истолковал ее слова, отправиться на встречу с тем, кто станет его будущей женой, а затем отворачивается от него, не позволяя ему больше ничего добавить. В этот момент мы видим, как Прата остается неподвижным на месте, упоминая о том, что ему не удается точно вспомнить, что произошло после вашего разговора с Такасаки. Однако находится на пути к встрече со своей второй половинкой, направляясь со своими родителями в указанное место. Первыми появляются родители Риримы, которые также очень взволнованы тем, что этот день наконец настал. Прата спешит войти в комнату, но, увидев сидящую девушку, нервничает и немедленно выходит из комнаты. Тогда мы замечаем, что он впечатлен красотой той, кто должна стать его будущей женой, поскольку он никогда не встречал такого красивого человека, кроме Такасаки. Позже все соберутся в комнате, чтобы лучше узнать друг друга. Однако мы заметили, что Прата обескуражен и не обращает внимания на разговор. Когда Ририма спрашивает его, в какой школьный клуб он записан, он не отвечает ей, потому что полностью отвлечен. Это явно вызывает у нее раздражение, поэтому она говорит ему, что знает, что он ее не интересует и что они совершенно не знакомы. Но самое грубое в нем то, что он даже не пытается проявить интерес, поскольку кажется, что его мысли витают где-то в другом месте. Поэтому, если вам нужно подумать, вы можете сделать это у нее дома и не заставлять ее тратить время впустую. Кроме того, она сообщает своим родителям, что больше не выйдет замуж за такого грубого человека и выходит из комнаты, оставляя всех позади. Из-за поведения Риримы ее родители извиняются перед ними. Однако родители Прата понимают, что Юкари была груба, поэтому предлагают ему пойти за ней, чтобы извиниться. Когда Прата направляется поговорить с Риримой, размышляет о своем отношении и понимает, что она может быть права, поскольку он груб и невнимателен. Внезапно, когда он прислоняется к стене, оказывается, что это дверь, ведущая в прачечную, где он прятался, смеясь. Увидев это, она тянет его за руку и просит молчать, но в конечном итоге падает на пол над ней из-за толчка. Она смущенно смотрит на него снизу и говорит ему, что ее брак разрушен, поэтому она спрашивает его, как он собирается взять на себя ответственность за это. Затем Прата нервно говорит ему, что они все равно поженятся. Это замечание очень злит Ариму, которая говорит ему, что она не согласна, чтобы они выбрали ей пару, поскольку вся эта ситуация кажется ей нереальной. Поэтому Прата понимает, что она не согласна с выбором партнера. Думай так же, как и он. Эта мысль выходит за рамки наличия кого-то, кто тебе нравится, или желания влюбиться. Прата был напуган и до сих пор без ее ведома решил, за кого ей выйти замуж, лишив ее свободы выбора как личности. Однако он знает, что ничего не поделаешь, и что он добрался до этого места, даже если хочет сбежать. Поэтому он удивлен, увидев, что она не сбежала, и как она пыталась встретиться с ним лицом к лицу. Поэтому он считает, что правильнее всего извиниться перед ней. Она говорит ему, что в этом нет необходимости, но заканчивает тем, что поправляет его поклон и говорит ему, что все в порядке, пока он размышляет над своими ошибками. Затем он объясняет, что у него было такое отношение, потому что он думал о другом человеке, который ему нравится. Говоря это, ты понимаешь, что то, что ты сказал, было опрометчивым, потому что ты уже официально разговариваешь со своей будущей женой. Однако она готова это услышать и хочет узнать больше об этой девушке. После очень долгого разговора мы понимаем, что Ририма любительница любовных историй, и что она готова помочь ему раскрыть чувства Такасаки, поскольку она что-то находит в его истории, что не складывается. Она вдруг замечает, что пуговица на его футболке расстегнута,
но не решается что-то сказать ему. Затем она предлагает ему вернуться в зал собраний, взявшись за руки, чтобы его родители явно не заподозрили. Как только они встречаются с ней, Прата замечает, что пуговица на ее футболке все еще расстегнута, и решает сказать ей об этом. Но она дает ему пощечину за то, что он не сказал ей раньше. Во время смены сцены мы заметили, что коллеги Прата расспрашивают его о его будущей жене. Перед этим Прата говорит им, что после уроков он заедет за ней в свою школу. Как раз в этот момент Такасаки входит в гостиную, и Низаки спрашивает его, не хотел бы он увидеть пару Прата. Она расстроена, так как думает, что это может вызвать недопонимание перед классом, поэтому она просит его больше не задавать ей подобных вопросов. Позже мы видим, как Прата направляется в школу Ридимы, но она не отвечает на его звонки, что вынуждает его войти и найти ее. После тщательных поисков спрашивает у одноклассницы ее местонахождение, но они, кажется, не знают, о ком она говорит. Однако одна из девушек замечает, что она спрашивает о Санадамуче. Затем она сообщает ему, что почувствовала себя плохо на уроке физкультуры и просит его сходить за ней в палату медсестер. После этого Прата подходит к спящей Ририме и, увидев ее, спрашивает, не больна ли она. Она объясняет ему, что чувствует лишь легкое головокружение, но уже чувствует себя лучше после сна. В этот момент она понимает, что заснула в спортивной форме и хочет переодеться, поэтому просит Юкари повернуться. Пока она одевается, Прата спрашивает ее, не является ли Сана Адамучи ее прозвищем. И внезапно она уже выходит из-за занавесок полуодетая, покидая комнату. Нижняя часть обнаружена. Она сразу спрашивает его, где она услышала это прозвище, и Прата в шоке. Единственное, что ему удается сказать, это трусики. Однако она не возражает против того, чтобы быть в нижнем белье, и говорит ему, что ей лучше начать говорить. Через некоторое время она успокаивается и начинает рассказывать, что когда она была маленькой, ее здоровье было очень слабым, что задерживало ее при общении к занятиям. Поэтому было трудно общаться со своими сверстницами, так как у девочек свой мир и свои правила, поэтому ей так и не удалось вписаться в него остальные. В этот момент Прата предлагает ей использовать свой интеллект, чтобы быть друзьями, но она отвечает, что не хотела, чтобы кто-то насмехался над ней. Она к тому же ненавидит проигрывать. Вот почему она сейчас даже не знает, как вписаться, и именно по этой причине ее называют Санадамуши. С другой стороны, Проте кажется, что в глубине души она не так хороша в притворстве, как другие девушки, и это то, что ему в ней явно нравится. На это она отвечает, что по ее мнению это просто означает, что она социально неловкая. Затем она расслабляется и упоминает, что он тоже придерживается того же мнения, в результате чего Ририма наносит ему удар, от которого он падает в постель. Несмотря на это, он не злится и говорит ей, что ему удобно разговаривать с ней, так как она похожа на открытая книга, и на ее лице можно прочитать все, что она думает. Она молчит, и Прата задается вопросом, не совершила ли она какой-нибудь ошибки. Внезапно она говорит ему, что впервые разговаривает с кем-то таким образом, и это потому, что он ей не друг. Это замечание заставляет Прата задуматься, кто они, черт возьми, в данный момент, и мы видим, что они оба смотрят друг на друга. Наконец, Рима указывает, что пора уходить, так как уже темнеет. Она внезапно понимает, что все это время разговаривала с нижним бельем. Тогда Юкари спешит сказать ей, что не видела ее полосатых кружевных трусиков, поэтому в итоге получает от нее пощечину. На выходе из школы Ририма предлагает ей встретиться, потому что ей интересно узнать больше о ее романе с Такасаки. Однако Проте не удается сосредоточиться на том, что она говорит, поскольку в этот самый момент Такасаки переходит на другую сторону тротуара. Он даже упоминает Ририме, что на самом деле его возлюбленная идет прямо через улицу. Так что оба подходят к ней, чтобы попросить ее немного поболтать, в то время как Прата стоит в стороне, не в силах вмешаться. Затем они заходят в кафе, и Ририман рассказывает ему, что она назначенная жена Прата, но что она явно ничего не испытывает к нему. Вот почему она сразу переходит к делу и спрашивает, что ей нравится в Юкари. Затем она признается ему, что с начальной школы он всегда занимал место в ее мыслях и что она явно обожает каждый его аспект. Поэтому она тратит некоторое время, чтобы описать характеристики, которые ей нравятся в Проте. Как только Гарри Райм заканчивает говорить, он заявляет, что должно быть это замечательно, быть влюбленным в кого-то таким образом. Он, наконец, прощается, и Такасаки предлагает ему встретиться в другой раз. В этот момент Прота выходит из своего укрытия и спрашивает Ририму, как у него все прошло с ней. Тогда Ририма начинает плакать от счастья, что у нее появился первый друг, хотя она не совсем уверена, что это так, поскольку Такасаки не подтвердила, что это правда. Услышав это, Прата уверяет его, что они определенно друзья.
Потом она признается ему, что сбита с толку, потому что ее сердце учащенно бьется, когда она видит Такасаки, и задается вопросом, случайно ли она влюблена в нее. Сразу же Прата отвечает, что этого не может быть, и спрашивает его, испытывает ли он желание поцеловать ее, когда видит ее. Этот комментарий заставляет Ририму понять, что Прата уже целовал Такасаки, поэтому предлагает ему поцеловать ее еще раз, чтобы проверить, влюблен ли он по-прежнему в нее. Во время смены сцены мы видим Проту в компании его друга Нисаки. Тут мы замечаем, что Прата чем-то озабочен и не знает, что делать. Следовательно, в шутку спрашивает Нисаку, собирается ли он уже так быстро развестись. Тогда Прата замечает ему, что Ририма пригласила его к себе домой на выходные, поэтому его друг говорит ему, что, возможно, она действительно этого хочет. На что Прата уточняет у него вопрос, немного встревоженный тем, что это не то, о чем он думает, и что он ей даже не интересен. А потом расскажи ему о том, что произошло с ней в школе Риримы. Нисака говорит ему, что он очень храбрый, поступив в женскую школу, что напоминает ему о том, что Прата сделал для него в прошлом году. Затем Нисака вспоминает то время, когда они впервые встретились. Тогда к нему приставал парень, который обвинял его в том, что он соблазнил свою назначенную жену просто за то, что она ехала в метро. Этот парень настаивал на том, что Исака должен ходить на занятия пешком, чтобы не влюблять женщин. В этот момент мимо проходил Прата и остался посмотреть, что происходит. Так что мальчик, который приставал к Анисаке, заметил его присутствие. Тогда он подошел к нему, чтобы предупредить, чтобы он не предъявлял ему обвинений перед профессором. Но Прата показывает ему, что на самом деле он будет предъявлять обвинения не школе, а полиции. Затем Исака говорит ему, что не знает, правильно ли он поступил, но в чем он уверен, так это в том, что он может идти куда угодно с таким образом мыслей. Поэтому я полностью поддерживаю тебя как друга. Впоследствии мы видим, что Прата не может перестать думать о Такасаки, поскольку он прекрасно осознает, что прошла неделя с тех пор, как пришло его уведомление, и он поцеловал Такасаки в первый раз. Несмотря ни на что, ее нигде в его жизни не найти, и они продолжают свою повседневную жизнь так, как будто момента, которым они поделились, никогда не существовало. Во время смены сцены мы видим, что Прата опаздывает в дом Риримы, за что она ругает его за его отсутствие помолвки. Затем он направляется в комнату, где их ждет Такасаки, и, увидев ее, Прата очень впечатлен. Поскольку ни один из них не знал, что они встретятся, поэтому в этот день Такасаки предлагает покинуть это место. Однако Ририма не хочет, чтобы это было так, и хочет, чтобы вы все трое провели этот день вместе. По просьбе Риримы она решает остаться, но через некоторое время мы видим, как девушки веселятся друг с другом и откладывают Прата в сторону. Из-за этой ситуации Юкари задается вопросом, почему они позволили ему остаться, если они собирались в конечном итоге исключить его. Внезапно Ририма вспоминает, что Прата был в комнате, и извиняется, говоря, что она не заметила, что он был там, потому что он идеально сочетается с фоном. Такасаки подходит к Проту, чтобы поцеловать его, но тот очень нервничает и сразу отворачивает лицо. После этого Такасаки сообщает им, что в этот день у него есть дела, поэтому он должен уйти пораньше. Ририма проводит его ко входу, пока Прата ждет ее в комнате. В этом Такасаки пользуется тем, что они проводят время наедине, и объясняет Ририме, что хочет, чтобы однажды она тоже могла влюбиться в Прата, поскольку он считает ее неподходящей девушкой для него. Потом спроси его, не почувствовал ли он чего-нибудь, когда почти увидел Юкари. Ририма быстро говорит ему, что ей все равно, что они двое вместе, но Такасаки разъясняет, что, может быть, сейчас она так себя чувствует. Однако, возможно, в будущем это изменится. Как только он вернется в комнату, где находится Прата, Ририма скажет ему, что отныне он должен целовать Такасаки каждый день. Позже Ририма проводит Прата до станции метро. По дороге они пересекаются с Нисакой, который замечает, что Ририма постоянно прячется за Протой с тех пор, как увидела его. Нисака в шутку замечает Проте, что он очень хорошо приручил свою жену, на что Юкари отвечает, что Ририма ее домашнее животное, которое нельзя приручить. Затем Нисака смотрит на него более внимательно, а затем говорит ему, что уже понимает, почему она так ведет себя с ним, и это, вероятно, потому, что она девственница. Этот комментарий настолько впечатлил мальчиков, что они застыли на месте. На следующее утро Прата снова встречается со своими друзьями на уроке физкультуры. Как раз в этот момент все девочки приходят в ярость, увидев проходящую мимо Нисаку. Посреди всего этого тебе остается выразить свою зависть к нему, но ты также понимаешь, что быть популярным человеком может быть очень-очень утомительно. Подумай о том, как люди стремятся повеселиться с привлекательным человеком, что затрудняет поиск настоящей любви. В этом мы видим, как Такасаки проходит мимо ее подруг, из-за чего они с Мисакой остаются смотреть друг на друга. Эта ситуация заставляет Прата погрузиться в свои мысли,
начиная подозревать, что между ними двумя может быть романтический интерес. Позже по дороге в следующий класс он встречает Такасаки и говорит ему, о чем им следует поговорить. Затем он объясняет ему, что сказал Ририм о необходимости целовать ее 1 раз в день. В этот момент становится очевидно, что Протал очень нервничает, находясь перед Такасаки. Однако она с энтузиазмом принимает вызов, брошенный им Кэри Римой. Поэтому она встает перед Протой, чтобы обменяться страстным поцелуем. И в этом мы видим, что пока Нисака ищет Прота, ей удается увидеть встречу с Такасаки и Протой. Вернувшись в гостиную, Прота осознает, что его поведение нетрадиционно, поскольку он бросает вызов табу. Поскольку в настоящее время люди должны вступать в брак только со своим назначенным партнером. По окончании занятий Прота сообщает Нисаке, что она ждет его, пока он не закончит свои занятия, чтобы она могла поболтать. Эта ситуация заставляет Нисаку нервничать, и он спрашивает, что она планирует ему сказать. Поэтому Юкари, пытаясь успокоить его, заверяет его, что это неуместная тема. После окончания клубных мероприятий Нисака направляется в гостиную, чтобы встретиться с Протой, но находит его спящим и остается наблюдать за ним. Внезапно мы наблюдаем, как Нисака медленно приближается к нему и целует его в губы. Через короткое время Прота просыпается и спрашивает Нисаку, привлекает ли его Такасаки. На это Нисака отвечает, что не испытывает к ней влечения, и ему любопытно узнать, откуда взялась эта идея. Поэтому Юкари объясняет ему, что в последнее время она заметила, что они довольно много общаются, что вызвало ее любопытство, поскольку раньше они не так много общались. В этот момент нам показывают, что на самом деле Такасаки и Нисака не очень хорошо ладят, потому что каждый раз, когда они пересекаются, они пристально смотрят друг на друга. Презрение. Однако у Проты создается впечатление, что его другу, возможно, нравится Такасаки. В конце концов, Прота понял, что его нынешний образ жизни не позволяет ему признать, что существуют различные виды любви и множество лжи. На смене сцены мы видим, что Гарри Рима находится в доме Протай из-за визита правительственных агентов, которые следят за их отношениями. Пока они готовят еду, мать Прота спрашивает его, целовались ли они уже, и это заставляет Кэри Рима сильно нервничать и проливать слезы весь майонез на салат. Ты тут же спрашиваешь свою свекровь, почему она целовалась с ее мужем. Тогда родители Прота объясняют ей, что они сделали это просто потому, что понравились друг другу, и что они все еще чувствуют то же самое, и поэтому не могут не сделать этого. Как только они закончат помогать на кухне, мать Прота предлагает им немного отдохнуть в комнате, ожидая прибытия агентов. Войдя в комнату, Прота с ужасом становится свидетелем царящего хаоса и задается вопросом, как он может жить в таком беспорядке. Столкнувшись с этой ситуацией, Ририма предлагает Проте помочь с уборкой, пока они ждут. Как только они заканчивают приводить в порядок Проту, он понимает, что это первый раз, когда девушка входит в его комнату. Он не знает, не его ли это воображение, но у него создается впечатление, что даже аромат этого места улучшился только благодаря его присутствию. Впоследствии Прота выходит из своих мыслей и замечает, что Рима держит в руках свой школьный ежегодник. Тогда они начинают листать его вместе. Она взволнована, увидев фотографию маленькой Такасаки, и, увидев Юкари, понимает, что у нее была необычная стрижка на голове. В то время это заставляет ее задаться вопросом, в какой момент Прота начал испытывать влечение к Такасаки. Поэтому он рассказывает ей, что именно в этот момент он передал ей черновик и впервые поговорил с ней, и она почувствовала трепет бабочек в животе. На следующее утро он начал воспринимать свое окружение как обновленную перспективу, как будто все вокруг него засияло для него более ярким светом. Выслушав его рассказ, мы заметили, что Ририма взволнована и воображает, как замечательно должно быть влюбленным. Тогда Прота спрашивает ее, испытывала ли она когда-нибудь влечение к кому-нибудь, и она рассказывает ему, что во время ее пребывания в больнице был медицинский ординатор, который сопровождал ее на прогулке, так как она была беременна. Ее родители не могли быть с ней постоянно. Однажды этот житель рассказал ему историю о детской анатомической модели, которую разлучили с родителями. И ходили слухи, что по ночам этот манекен плакал, желая воссоединиться со своими родителями. С этого момента каждый раз, когда Ририма проходила мимо манекена, она чувствовала, что ее сердце бьется намного быстрее. И теперь, когда она думает об этом лучше, это могло быть связано с любовью. Сразу же Прота объясняет ей, что, вероятно, она так себя чувствует, потому что испугалась, и она чувствует, признавая, что, возможно, он прав, поскольку она никогда не хотела целовать этого манекена. Это замечание напоминает ему о задании, которое он ему дал, и спрашивает, целовался ли он с тобой здесь сегодня. Прота, не зная, что ответить, на мгновение замолкает, поэтому она нетерпеливо требует от него быстрого ответа, в конце концов признается ему, что он действительно целовал ее, но не сказал ему об этом. Я сказал, потому что не хотел, чтобы он беспокоился. Однако его замечание в конечном итоге приводит ее в ярость,
И как раз в тот момент, когда она собирается ударить его, она пошатывается и падает на него. В этот момент их разговор прерывается прибытием агентов. Именно тогда мы узнаем, что девушку зовут Итиха, а сопровождающий ее мужчина отвечает именем Ехима. Затем они встречаются с обоими, чтобы задать ему несколько вопросов об их отношениях. В этом случае Итиха замечает, что в окружении царит странная атмосфера, явно имея в виду их двоих, поэтому он спрашивает его, не делали ли они чего-нибудь плохого до их приезда. Они не знают, что ответить, и молчат. Затем они объясняют ему, что браки, организованные правительством, известны как оборванная нить науки. Это потому, что они требуют многолетних исследований, и было обнаружено, что 50% личности определяется генами. Еще до поступления в старшую школу им назначают различные тесты и обследования. Среди этих тестов физические экзамены весной и экзамены по морали во время второго семестра. Эти экзамены имеют решающее значение для определения назначенных им шаблонов и их совместимости. Секрет заключается в выборе вашего партнера до 16 лет, до того, как ваша личность полностью сформируется. Поэтому, учитывая научную поддержку, которая существует в отношении браков, вероятность неудачи очень мала. С дополнительной информацией Иси Холл указывает на то, что их стандарты обычно не учитывают внешний вид или внешность. Он объясняет, что хотя мужчин часто привлекает девушка только из-за ее красоты, многолетний анализ определяет, что учет физических предпочтений на самом деле приводит к тому, что они становятся более привлекательными. Браки гораздо чаще терпят неудачу. Вот почему люди не влюбляются во внешнюю внешность. Это научный вывод, к которому они приходят. Выслушав все его объяснения, Итиха спрашивает его, что вы думаете друг о друге. Прата отвечает ему, что хотя в глубине души он знает, что она его жена, чувства к ней еще не возникли. С другой стороны, Ририма заявляет, что ей нужно больше узнать о системе выбора партнера, поэтому она до сих пор не испытывает никаких чувств к Юкари. Немедленно Ишеха говорит ей, что в любом случае они оба кажутся вполне совместимыми. К тому же они спрашивают, целовались ли они уже и все такое. Этот вопрос заставляет парней нервничать, которые снова молчат. Затем Ичихол объясняет, что для них естественно делать такие вещи. На самом деле многие пары вступают в отношения до брака. По мнению правительства это нормально, потому что в конце концов они в конечном итоге выйдут замуж в будущем. Так что ничего страшного, если они начнут рано. Я, наконец, желаю им удачи в их отношениях и предлагаю им сделать все возможное. Перед этим Прата поворачивается, чтобы посмотреть на Ририму, и она заверяет его, что этого никогда не произойдет. На выходе Ихидзё спрашивает у Праты адрес Такасаки, так как ему нужно посетить его резиденцию. Он указывает, что она живет за начальной школой по соседству, и в этот момент подходит Ририма и спрашивает, получила ли Такасаки его брачное письмо. Однако агент отвечает ему, что это та информация, которую он не может разглашать. Позже мать Прата спрашивает Ририму, знает ли она, что ее родители планируют поход. Поэтому она просит его сказать ее маме, и в конце концов это будет сделано. По пути к автобусной остановке Рима и Юкари напоминают Юкари, что она должна спросить Такасаки об их письме о помолвке, плюс он должен поцеловать ее, как они ранее договорились. В ответ Юкари говорит ему, что больше не будет целовать Такасаки только потому, что она так велит. Этот комментарий порождает очень неловкое молчание, которое в конечном итоге нарушает Ририма, заявляя, что еще более странно не иметь возможности поцеловать любимого человека только потому, что так диктует общество. На следующий день Прата проводит весь день в поисках идеального момента, чтобы спросить Такасаки о его письме. В результате этого он всегда откладывает этот разговор. Позже профессор поручает Проте явно помочь Такасаки с учебными материалами. Эта новость взволновала Юкари, поскольку у нее наконец появится возможность спросить его о его письме. И по окончании занятий Прата направляется в учительскую за учебными материалами. По дороге в класс ему удается увидеть, что Низака и Такасаки разговаривают, но он не может четко расслышать, что именно они говорят. Потом мы видим, что Прата и Такасаки заняты своими делами, и посреди этого он спрашивает его, получил ли он его письмо от правительства. Она отвечает, что этого не было, и объясняет, что агенты были только у него дома. Почему у них были какие-то дела с его семьей? В этот момент Эль Прата испытывает большое облегчение, так как он думал, что она может быть помолвлена с кем-то другим, и эта идея пришла ему в голову. Это заставило его почувствовать, что его мир переполнен. Тем не менее, он уже уверяет ее, что даже если она получит письмо от кого-то другого, никто не будет для нее таким особенным, как он. И сразу после этого он крепко целует ее, момент, который они оба разделяют долгое время. И во время смены сцены Такасаки встречает подругу на школьной террасе.
Там она признается ему, что переживает трудные времена из-за сложной ситуации с парнем, который ей нравится. Позже мы видим, как Ририма звонит Проти и сообщает ему, что ее семья организовала поездку и пригласила Атаксаки сопровождать их. Эта новость настолько шокирует Проту, что он роняет мороженое, которое держал в руках. На следующее утро Прота обедает с Нисакой. Его настоящее намерение пригласить его в организованный им семейный лагерь. Однако Нисака отказывается ему помочь. Из-за этого Прота настаивает, что без Нисаки он был бы беспомощным мальчиком во власти природы. Следовательно, мы видим, что Нисака в конечном итоге соглашается, вместо этого спрашивая его, почему он был так настойчив. Тогда Прота сообщает ему, что его назначенная жена и Такасаки будут присутствовать в поездке. Во время смены сцены мы видим, что Такасаки погружена в свои мысли, сомневаясь, уместно ли радоваться перспективе отправиться в лагерь с Протой. Несмотря на свои сомнения, не может скрыть своих эмоций и размышляет о том, каким был бы мир попроще, если бы его чувства были иллюзией. Просто иллюзия. На следующий день родители Проты предлагают ему сесть в поезд со своими друзьями, учитывая, что вагон будет полон. Позже Юкари направляется на станцию, чтобы встретиться с ними, и там мы видим, что первым прибывает Никара, который на расстоянии кажется очень расстроенным. Прота предполагает, что его гнев вызван тем, что он явно заставил его участвовать в этой поездке. Когда Никарас узнает о прибытии Проты, он подходит к Элли и говорит ей, что было ошибкой приглашать его, поскольку он предвидит проблемы с девушками, которые явно из-за его присутствия расстроены. Сосуществование станет довольно трудным. Сейчас на месте появятся Ририма и Такасаки. Тем не менее, увидев Нисаку, Ририма устраивает скандал и, обращаясь к Проте, спрашивает его, что там делает этот извращенец. В результате Юкари и Рирама затевают спор о Нисаке. Однако издалека Проте удалось наблюдать, как Такасаки и его друг оживленно беседуют. Эта ситуация заставляет Нисаку подозревать, что он интересуется Такасаки. Как только они прибывают в лагерь, мать Прота поручает им готовить еду, поэтому Юкари Нисака назначается на эту работу. Мы видим, что Прота производит хорошее впечатление на Нисаку, поэтому она начинает думать, что он отличный повар. Однако быстро понимает, что это не так, и поручает ему мыть овощи. Несмотря на это, сдается, когда Исака спрашивает его, с каким мылом его мыть. Мы, наконец, видим, что еда подана, и мать Проты поздравляет их с отличной работой. Она тоже считает, что Исака хороший повар, но он разъясняет ей, что на самом деле это не так. Мать Прота думает, что он скромничает, поэтому Прота объясняет ей, что правда в том, что его друг беспорядок на кухне. Затем поручает Проте позвать девушек, чтобы они пошли поесть. Пока ты их ищешь, ты удивляешься, что они весело проводят время, играя на реке в купальных костюмах. Поэтому он решает спрятаться за скалой, чтобы шпионить за ними. Но Хори Райма замечает их присутствие и спрашивает его, почему он прячется. Прота молчит, не зная, что ответить, что наводит Ририму на мысль, что у него очень извращенные мысли. Затем она пытается подойти к нему, чтобы преподать ему урок, но в итоге поскользнулась на камне и вывихнула лодыжку. Поэтому они вынуждены нести Ририму на руках в стиле принцессы до лагеря, оставив Такасаки позади. Как только они прибывают на место, Рима уходит расстроенная от Проты, так как она очень-очень нервничает. Однако Такасаки, который шел за ними, понимает, что его присутствие там создает проблемы. В этот момент к ней подходит Низака и спрашивает, мазохистка она или что-то в этом роде. Такасаки отвечает, что в любом случае мазохист — это он, потому что он обычно не посещает подобные прогулки. Низака не может отрицать того, что она говорит, потому что это так очевидно, и ее ответ заставляет Такасаки смеяться, жест, который Прота замечает на расстоянии. Там мы видим, что недопонимание в отношении ее подруги растет все больше и больше, и она чувствует себя плохо, потому что она никогда так не смеялась перед своим другом. Позже мы видим, что отец Ририма встает на ноги и советует ей быть намного осторожнее. Затем Прота рассказывает мальчикам, что отец Гарри Рима ветеринар, что кажется всем довольно впечатляющим. Из-за его интереса отец Гарри Рима спрашивает Проту, что он планирует изучать в университете. В ответ на Юкари выражает желание изучить что-нибудь связанное с древними курганами, так как с детства он всегда был очарован ими. Затем он начинает объяснять основы этих построек, и видно, что он очень взволнован, обсуждая эту тему. Это то, что все в комнате замечают и поражены его энтузиазмом, включая Ририму. Позже мы видим, что в комнате мальчиков родители уже заснули, чем Юкари пользуется, чтобы спросить Нисаку, что он скрывает.
Последний нервничает, когда видит, как Прата так близко подходит к его лицу и не знает, что сказать. В этот момент их прерывает Ририма, которая приглашает их совершить доблестную прогулку по лесу лагеря. После этого Ририма решает разделить группу на пары, оставив Прата наедине с Такасаки. Она со своей стороны должна пойти вместе с Нисакой на прогулку по лесу. Как только они останутся с ним наедине, он спросит его, каковы его намерения в этой игре. Тогда она признается ему, что поддерживает его, чтобы Такасаки и Эль Прата могли быть вместе. Услышав это, Нисака комментирует ей, что то, что она делает, влияет как на Эль Прата, так и на нее саму, поскольку люди, которые отказываются от своих обязательств, начинают сталкиваться со многими ограничениями, такими как невозможность выполнять свои обязательства, поступить в университет своей мечты. Кроме того, как только они двое окажутся вместе, и ей, и Эль Проте придется заплатить штраф правительству. И ее помощь им не гарантирует, что она останется с ними друзьями после того, как они начнут встречаться. С другой стороны, мы видим Такасаки и Эль Прата, идущих в полутьме леса. Она, напуганная темнотой, просит его, пожалуйста, держаться за руки. Затем она спрашивает его, будет ли ему когда-нибудь больно, как Ририме. Он бы помог также без колебаний, и говорит ей, что, конечно, сделает это. Здесь мы замечаем, что Такасаки тоже немного ревновал, потому что Прата взял Риму на руки. Они внезапно видят яркий свет, проходящий перед ними, и Такасаки пытается дотянуться до нее, но из-за темноты не замечает, что перед ней пропасть. И заметив это, Прата пытается схватить ее за руку, но в итоге они оба вместе падают на самое дно. Убедившись, что с Такасаки все в порядке, замечает, что у нее расстегнуты пуговицы на рубашке, и ему удается увидеть ее нижнее белье. Поэтому Прата быстро переворачивается на противоположную сторону от того места, где она находится. Тем не менее, Такасаки тянет его туда, где она находится, и обнимает его. И впоследствии мы видим, как Ририму и Исаку привлекает яркий свет, который направляет их туда, где находятся Прата и Такасаки. По прибытии к Джерри Рима замечает ситуацию и звонит Проте, чтобы сообщить им, что они там. Прата пытается объяснить, что произошло, а Ририма со своей стороны спешит спуститься, чтобы помочь им. Как только все они окажутся на дне пропасти, они отправляются на поиски выхода, как вдруг натыкаются на пруд, полный светлячков, которые выглядят так, как будто они там. Потому что сейчас время года спаривания. В этот момент Прата рассказывает им, что светлячки в основном питаются водой, и когда они собираются вместе, они делают это, чтобы размножаться и умирать после родов. Таким образом, светлячки, которых вы видите, увидятся только один раз и будут рисковать своей жизнью ради любви. Из этого мы видим, что комментарий Нисаки, который она сделала Риме, оставил ее неуверенной в том, что она делает, и она остается наблюдать. Нападает на Саки и Прата. Затем он берет их за руки, потому что Прата хватает Нисаку за руку, и последний жалуется, но Прата просит его сопротивляться только на этот раз. Наблюдая за светлячками, Прата размышляет о том, как, несмотря на то, что они собираются бесследно исчезнуть, эти точки света пытаются любить всем, что у них есть. Поэтому они просто хотят, чтобы все четверо наслаждались этим моментом вечно. На следующее утро мальчики отправляются в обратный путь в город, и Такасаки с блеском эмоций в глазах выражает ему свое желание повторить подобное приключение. Однако мы заметили, что эта идея больше не вызывает таких же эмоций у Генри Райма, который просто кивает. В конце концов Такасаки прощается с группой и направляется к своему дому, и впоследствии Нисака сообщает ему, что он тоже пойдет тем же маршрутом, что приводит к тому, что Прата спрашивает его, куда идти он направляется, так как ему нужно сесть на метро. Из-за этого Юкари просит Ририму немного подождать его, пока он немного погуляет с Мисакой. И там мы узнаем, что он явно сделал это, чтобы извиниться перед Мисакой за то, что вовлек его в эту поездку. Однако Мисака уверяет его, что в этом нет проблем, так как он на самом деле прекрасно провел время. Реакция Нисаки вызывает облегчение у Праты, который признается ему, что он тоже почувствовал то же самое, когда увидел светлячков в лесу. Нисака внезапно останавливается и напоминает ему о разговоре, который они не смогли закончить прошлой ночью. Затем он говорит ему, что хотя он знает, что извинения ничего не исправят, он все равно чувствует себя виноватым за все, что сделал. Попрощавшись с Протой, мы видим, что пока Нисака уходит, Юкари размышляет и приходит к выводу, что то, что ее друг скрывает от нее, заключается в том, что на самом деле она нравится Такасаки, что создает серьезное недопонимание между ними обоими. Потому что на самом деле Нишака скрывает поцелуй, который он поцеловал Проте, когда тот спал в гостиной. После этого мы заметили, что Прата обескуражен своим разговором с Исакой. Тем временем Ририма, который его ждет, упоминает ему, что недавно прочитал книгу о кургане Гума с двойным рвом, и Прата, не способный скрыть свое волнение, сообщает ему, что этот курган называется Теджиньяма.
Тогда она спрашивает его, не мог бы он когда-нибудь отвезти ее к нему. Не задумываясь, Прата предлагает им поехать на следующий день. Однако она напоминает ему, что в этот день у них будут занятия, поэтому она предлагает ему поехать на следующий день на этот. На что она объясняет ему, что он должен успокоиться, так как у них обоих будут занятия, а они только в начале недели. Наконец, Прата извиняется и объясняет ей, что он поступил таким образом, потому что был очень взволнован тем, что она проявила интерес к этой теме. Во время смены сцены мы видим, что Прата прижимает Риму к кровати. Она говорит ему, что ей не следует этого делать, на что Прата отвечает, что в конце концов она его жена, и они в конечном итоге поженятся, так что она явно хочет все исправить. Потом они страстно целуются, но внезапно мы понимаем, что все это было просто мечтой Риримы. Она просыпается посреди ночи, сбитая с толку из-за сна, который ей только что приснился о Юкари. После этого сна мы находим Ририму в ее школьной библиотеке, изучающую, как работают поцелуи. Она обнаруживает, что за один поцелуй можно обменять 80 тысяч бактерий, которые в свою очередь укрепляют иммунную систему. В этот момент мы видим, как партнерша зовет ее издалека, но Гарри Райма, погруженный в свои исследования, не слышит ее. Он задается вопросом, не следовало ли ему вместо того, чтобы искать о поцелуях, поискать книгу о значении снов. Поскольку Ририма не обращает на него внимания, его партнер пытается называть ее по прозвищу, что сразу заставило ее отвернуться. Затем ее партнер ведет ее к табло успеваемости, и там мы замечаем, что эту девушку зовут Ариса Мимисака, и что она вторая лучшая ученица из школы. Тогда Ририма говорит ему, что он много раз видел ее имя на рекламном щите, но это первый раз, когда он ясно видит ее лично. Со своей стороны Ариса упоминает ему, что она видела ее раньше, и что на самом деле она очень известна в школе, где ее называют Санадамучи. Услышав ее прозвище, Ририма сразу же отворачивается от нее. Столкнувшись с этой реакцией, Ариса извиняется и спрашивает, как ей нравится, когда ее так называют, так как видно, что ей не нравится это прозвище. Затем она упоминает ему другие варианты прозвищ, под которыми он явно известен. Услышав эти рифмы, поворачивается к ней и спрашивает, почему ему вообще нужно называть ее по прозвищу. Наконец, Ариса признается ему, что хочет быть его другом, и позже мы видим, как они выходят во двор и начинают говорить скороговоркой. Тут мы заметили, что Ририма очень хороша в этом. Затем Ририма спрашивает ее, есть ли у нее какие-нибудь близкие родственники, поскольку фамилия Мимасаки ей очень знакома. Тогда Ариса рассказывает ему о жителе, который ухаживал за ним, когда она была госпитализирована, о его брате. Поэтому он всегда хотел познакомиться с храброй девочкой, о которой так много рассказывал его брат. Поскольку он сказал ей, что ее лечение было очень сложным, но она никогда не плакала, несмотря на то, что у ее родителей не было времени на то, чтобы ухаживать за ним, чтобы быть с ней. По этой причине, когда она поняла, что девушка, о которой говорил ее брат, это она захотела стать его другом. Ририма отвечает ей, что рада, что она так себя чувствует, но что ей не о чем с ней разговаривать. Следовательно, Ариса встает со своего места и выражает ему, что, по ее мнению, этого нельзя избежать, но что это явно позор. Потому что теперь, когда они поговорили с ней, она поняла, что Ририма прозрачный и честный человек, поэтому она подумала, что было бы забавно быть ее подругой. Это замечание напоминает ему о том, что Прата сказал ему некоторое время назад, потому что он сказал ему, что все, о чем он думает, отражается на его лице. Затем Ририма встает со своего места и спрашивает Арису, что делают друзья. Затем она начинает нервничать и признается ему, что у нее была только одна подруга, и что этот человек сильно отличается от Арисы. Поэтому она подходит к Арисе и просит ее научить ее, как быть ее другом. Это замечание очень радует Арису, которая говорит ему, что удивительно, что до сих пор у нее была только одна подруга. Тогда Ририма, покраснев, признается ему, что думает, что у нее есть кто-то еще, но она не знает, может ли она называть его так. Хотя это, вероятно, хотя бы немного важно для нее. Во время смены сцены мы видим, как Прата в классе смотрит на Такасаки. Он думал, что после того, как они отправились в лагерь, расстояние между ними сократилось, но все остается абсолютно прежним. Позже Прата и Тада направляются в учительскую и встречаются с Такасаки. Прата, естественно, приветствует ее, но она сообщает ему, что у нее что-то срочное. Это дает понять Проте, что она явно начала избегать его. Затем их учитель встречает их у двери и велит им идти прямо домой. Это удивляет мальчиков, которые спрашивают учителя, что происходит. Он объясняет, что школа получила записку с просьбой отправить всех супругов домой после утренних занятий из-за особых занятий, которые они должны посещать по таинственному ордену. После этого мальчики направляются к шкафчикам и встречают Нисаку, который только что пришел в класс.
Прата шутливым тоном говорит ему, что если он собирается прийти в это время, то лучше бы он остался дома. Та со своей стороны указывает ему, что уже за полдень. Тогда Нисака спрашивает его, что они делают на выходе, на что Прата отвечает, что они должны посещать специальный урок. Там мы узнаем, что Нисака приходит на встречу с министерством, где ему сообщают, что правительство начало проводить специальную конференцию. Увидев реакцию Нисаки, ребята спрашивают его, знает ли он что-нибудь об этом, но он не уполномочен давать эту информацию и желает им удачи в классе. Однако, как только он поворачивается спиной к Проте, мы можем увидеть на его лице чувство поражения. Во время смены сцены Прата с удивлением смотрит на величину здания министерства и внезапно видит проходящую мимо бывшую одноклассницу по имени Игараси, что приводит его к интересу, будет ли она тоже там на конференции. Войдя в здание, вы встречаете своего друга Такеду и удивляетесь, увидев его очень любящим рядом со своей назначенной женой. Сразу после этого пара Такеды предстает перед Протой и говорит ему, что ее зовут Сакура, и рассказывает ему, что она учится в музыкальной школе. Со своей стороны тоже появляется Прота, но она сообщает ему, что уже знает, кто она, благодаря Такеде, который не перестает удивлять ее. Поговорим о нем и о том, как вы вместе учились с начальной школы. В этот момент Прота не может не думать, что жена, которую ему назначили, слишком красива для его друга. Затем Прота оглядывается и замечает, что все пары кажутся очень близкими, что заставляет его задуматься, производят ли они с Римой одинаковое впечатление. Внезапно его мысли прерываются, когда Ририма входит в это место, и увидев ее, он совершенно ошеломлен тем, насколько очаровательно они выглядят Иди сегодня. Она со своей стороны извиняется перед ним за опоздание и заверяет его, что как-нибудь это компенсирует. Затем она достает из кармана фигурку периода кунг-фу, и Прота сразу же приходит в восторг от ее подарка и признается ему, что это последняя модель, которой ему не хватало из его коллекции, что заставляет его вести себя очень-очень неловко. В знак благодарности Прота дарит Ририме фигурку, похожую на ту, что он получил, но от кошки. Тем временем Такеда и Акура с некоторой нервозностью наблюдают за всей сценой. Однако замечает, что такое поведение, похоже, не беспокоит Ририму, и кроме того она кажется рада, что ей понравился его подарок. Из-за этого они говорят парням, что из них получится прекрасная пара. Как раз в тот момент, когда Ририма собирается заговорить, чтобы уточнить, что это не так, их прерывают агенты, которые предупреждают их, что урок вот-вот начнется. Поэтому все пары направляемся в салон, и впоследствии мы понимаем, что ребята находятся под наблюдением. Тогда мы узнали, что Хигаши — правительственный агент, которому поручено обрабатывать информацию о текущих событиях. Позже мы увидим, что она отвечает за проведение урока Исиха. Она начинает сессию с объяснений ребятам преимуществ, которые браки по договоренности принесли стране. Она также призывает их сделать следующий шаг со своим партнером. После этого она оставляет мальчиков одних и показывает им информационный фильм, который оказывается довольно наглядным. В этот момент мы видим, что Проте трудно сосредоточиться, и он начинает много думать о Такасаке. С другой стороны, у нас есть Ририма, которая чувствует себя напряженной, поскольку она не может перестать думать о Проте из-за фильма и сна, который ей приснился в тот день. Потом мы видим, как все пары вокруг начинают сближаться после окончания фильма, и как только включается свет. И если Джо сообщает мальчикам, что в тот день она будет спать со своим партнером в комнате, отведенной правительством, в этот момент Прота слышит, как он говорит «я не знаю». Некоторые ребята говорят, что правительство каким-то образом заставляет их действовать таким образом, и они слышали, что за ними следят, их наказывают, а они не подчиняются. Оказавшись в своей комнате, Прота начинает повсюду искать какую-нибудь скрытую камеру, однако ему ничего не удается найти, что заставляет его задаться вопросом, где они ее спрятали. Через некоторое время он приходит к выводу, что должен что-то сделать, чтобы Ририма не пострадала по его вине, поэтому он прижимает ее к кровати. А затем они оба разделяют страстный поцелуй, который Прота решает продолжить, заметив, что Ририма не оказывает сопротивления. Тем не менее, в какой-то момент он отстраняется и видит слезу на щеке Риримы, что заставляет его неправильно понять, что она находит эту ситуацию неприятной. Из-за этого он быстро отворачивается от нее и извиняется за то, что только что сделал. Это очень смущает Гарри Риму, который выражает ему, что хочет какое-то время сохранять определенную дистанцию между ними, так как ему нужно немного разобраться в своих чувствах. Так что они проводят ночь вместе в комнате, а утром мы видим, как Ририма уходит первой, оставляя атмосферу спокойствия. Дискомфорт между всеми ними. Через несколько дней мы видим, что Прота отправил ей несколько сообщений, но она не ответила ни на одно. Внезапно его телефон звонит, и он взволнован, думая, что это она, но оказывается, что это одноклассница, которая приглашает его помочь на весенних фестивалях. Прота соглашается помочь, но повредил руку из-за того, что отвлекся, думая, что это Ририма.
Поэтому Такасаки, который искал какие-то материалы, узнав о ситуации, побежал туда, где находится Прата. Как только прибывает в лазарет, она улучшает минутку, чтобы отдышаться, и признается ему, что побежала туда, потому что беспокоится за него. Тогда Прата выражает ей свою радость, увидев ее, так как почти месяц спустя у него не было возможности поговорить с ней. В этот момент она признается ему, что не разговаривала с ним, потому что считает, что не имеет права быть рядом с ней. Из-за этого она наложила на себя ограничение находиться рядом с ним. Однако, поскольку она думает о Ририме, Прата не проявляет эмоций по поводу того, что она только что сказала. Такасаки замечает это и спрашивает ее, что с ним происходит, поскольку он был обескуражен весь день, поэтому признается ей, что кое-что произошло, и он боится, задев чувства Риримы. Поэтому в будущем она будет действовать более осторожно. Во время смены сцены мы видим, как Такасаки приглашает Ририму на кофе. Увидев блюдо, Ририма поражается, насколько они вкусные. Это возвращает Такасаки воспоминания о том времени, когда он учился с Юкари в начальной школе, поскольку ее кексы всегда были одними из самых милых. Позже она говорит ему, что с тех пор она всегда хотела попробовать его еду. Пользуясь случаем, Касаки спрашивает Ририму, знает ли она, что случилось с Пратой, поскольку в последнее время он был обескуражен. Тогда Ририма признается ему, что не видела его много раз. Она действительно не хочет его видеть, но не знает, почему ей одиноко без него. Впоследствии мы заметили, что Эль Прата считает, что ей немного сложно участвовать в подготовке к фестивалю из-за ее травмированной руки. Направляясь доставить некоторые материалы, необходимые для аранжировок, встречает Едзиму. Последний, увидев его, пытается игнорировать его, но Прата хватает его за рукав рубашки и ведет на школьный двор. Там он рассказывает ему, что недавно он обидел чувства своего партнера, явно имея в виду своего назначенного партнера, и заставил девушку, которая ему нравится, беспокоиться о нем. Тогда Едзима рассказывает ему, что он давно слышал похожую историю в своей сфере деятельности. У этого человека была девушка, с которой он встречался со средней школы, но однажды она получила его письмо от правительства. Поэтому без колебания она сказала ему, что если он женится на ней, он не будет против. Я бы отказался от его помолвки, но парень не был уверен, что сможет принять такое решение. Наконец-то парень тоже получил ее уведомление и понял, как сильно он ее на самом деле любит. Поэтому он пришел к выводу, что для него был только один правильный ответ, и должно быть он был верен своим собственным чувствам. Поэтому он советует Проте перестать так много думать и просто действовать в соответствии с тем, что он чувствует. Это мотивирует Прота, который явно осмеливается отправить Ририме длинное сообщение. Он рассказывает ей о том, чем он занимался в последнее время, помимо того, что говорит ей, что она единственный человек, который когда-либо слышал о его снах. Поэтому он хотел бы, чтобы она когда-нибудь услышала это снова, если она того пожелает. На следующий день первое, что делает Прота, проверяя свой телефон, чувствуя разочарование, не найдя от нее никаких сообщений. Однако его мать сообщает ему, что пришло письмо от Риримы, что очень радует Проту. Прочитав это простое письмо, Прота наполняется энергией и выбегает на улицу, готовый с энтузиазмом начать новый день. С другой стороны, мы видим, что Такасаки был задумчив с тех пор, как поговорил с Риримой. Она влюблена в Юкари, но еще не осознала этого. В тот день, когда он был с ней, он хотел сказать ей об этом, но молчал, потому что боялся, что они оба поймут его чувства и окажутся вместе и оставят ее в стороне. Это наводит ее на мысль, что любить кого-то может быть очень-очень жестоким чувством. Во время смены сцены мы видим, что Прота и его сверстники заняты подготовкой к школьному фестивалю, в то время как приходит время пересмотреть дизайн костюмов, которые будет носить Такасаки Нисака. Когда все собрались в гостиной и посмотрели эскизы, Нисака решает покинуть это место, понимая, что не хочет участвовать в указанной работе. Прота, обеспокоенный своим другом, идет за ним, чтобы попытаться убедить его передумать. В тот момент мы узнали, что в спектакле будет исполнена версия Ромео и Джульетты с измененными полами. Поэтому Нисака, который играет Джульетту, должен будет надеть платье в день представления. Несмотря на попытки Проты убедить его, Нисака не хочет слушать. Пытаясь остановить его, Прота пытается схватить его за руку, но Нисака резко отводит его руку. В этот самый момент Господь ругает Нисаку и представляется как его отец, приглашая их пообедать, чтобы они могли уладить свои разногласия. В ресторане отец Нисаки пытается улучшить настроение своего сына, ставя на стол его любимые блюда и предлагая ему любимое клубничное мороженое со сливками. Однако Исака напоминает ему, что десерт всегда подается в конце. Впоследствии отец говорит Исаке, что ему не следует так ссориться со своими друзьями. Из-за этого Нисака отвечает, что он не собирался бить Проту, просто толкнул его.
Вмешивается Прата и просит Исаку не беспокоиться, так как она чувствует, что он виноват в том, что пытался схватить его без ее согласия. Этот комментарий заставляет Исаку осознать свою ошибку и автоматически извиниться перед Протой. Юкари добавляет, что это нормально, что его друг ударил его, так как, возможно, к нему прилипла часть его привлекательной внешности. После этого Исака извиняется, чтобы пойти в ванную, а вернувшись, обнаруживает, что его ждет огромный стакан клубничного мороженого. Он, наконец, прощается с отцом Исаки, и они возвращаются вместе. По дороге Исака объясняет Проте, что ему не нравится быть в центре внимания, и именно поэтому он не хочет играть в пьесе. Прота напоминает Исаке, что они посвятили все каникулы работе на этот день, и что Исака с большой самоотдачей отрабатывал свои диалоги. На это Исака отвечает, что ему не интересно разыгрывать древнюю историю, в которой два человека влюбляются, несмотря на их статус социальные, а затем они умирают. Однако Эль Прота считает, что это довольно увлекательная история, поскольку она длится уже много лет и может считаться реликвией человечества, идея, которая очень волнует Эль Прота. Видя, что Юкари отвлекается на свою страсть к древнему, Низака отворачивается от нее и продолжает идти. Тогда Прота уверяет его, что если он тоже тот, кто играет Джульетту, он убежден, что эта пьеса станет самой красивой историей в мире. Услышав это, Нисака не может не улыбнуться, что Прота замечает перед этим великим событием, и Прота задается вопросом, будет ли в этот день дождь. На смене сцены мы видим, как Прота несет несколько листовок. Когда он спускается по лестнице, некоторые падают на пол. В этот момент Такасаки приходит ему на помощь, чтобы забрать его, если он предложит помочь ему нести вещи. Как только задание будет выполнено, вы оба возвращаетесь в гостиную. Аи Такасаки пользуется возможностью признаться против своих чувствах. Она рассказывает ему, как была влюблена в него все эти годы, и как она воспользуется любой возможностью, чтобы увидеть его. Несмотря на все это, ей очень грустно, что ее не выбрали в качестве его назначенной жены. Хотя она знает, что их отношениям не суждено сложиться, признается, что с каждым днем любит его все больше и больше. Наконец-то наступил большой день культурного фестиваля. Юкари обнаруживает, что раздает листовки у входа, и начинает замечать, что многие из ее бывших одноклассников посетили указанное мероприятие. Тем не менее, все, кажется, окружают Такасаки, который сияет в своем костюме Ромео. И увидев одноклассницу, с которой у нее был конфликт в школе, Юкари решает переехать в другой район школы, чтобы раздавать листовки. Она внезапно встречает Ехиму. Увидев его, Прота шутит, говоря ему, что он должен изменить свои привычки следовать за ним повсюду. И Ехима отвечает ему, чтобы он не волновался, так как у него в школе есть другие мальчики, за которых он отвечает. Затем комментирует ему, что он исследовал то, о чем его просил Прота, и сообщает ему, что уведомление, которое он видел на своем телефоне, объявляет, что Такасаки была его женой без ничего, она была отправлена кем-то, кто взломал систему. Перед этим Прота спрашивает его, есть ли вероятность, что он ошибается. Тогда Идзима объясняет ему, что уведомления сначала печатаются, а затем рассылаются паром. Поэтому нет никаких шансов, что система ошиблась. Позже Прота пересекается с Риримой, направляясь в раздевалку. Эта встреча заставляет Проту покраснеть, так как он давно ее не видел, и ее внешность полностью изменилась, что явно заставляет его сердце биться чаще. Поскольку они оба нервничали, они быстро заканчивают свой разговор, и каждый продолжает свой путь. Тем временем все мальчики заняты окончательными договоренностями. Однако Прота чувствует, что внес недостаточно и ищет способы помочь, но в конечном итоге это приводит к небольшому беспорядку, поэтому они предлагают ему немного отдохнуть. В этот момент всех вызывают на сцену для последней тренировки, в то время как Прота остается в раздевалке, ожидая, пока Исака переоденется. В этом Прота признается Исаке, что чувствует себя помехой для команды и что он сделал недостаточно. Тем не менее, Исака уверяет его, что когда он так себя чувствует, он должен помнить, что работа стала возможной благодаря ему, поскольку именно он убедил его принять участие. Кроме того, Нисака признает, что ему понравилось общаться со своими сверстниками и что ему было очень весело, пока они готовили пьесу. Во время смены сцены мы видим, как все направляются в театр, чтобы посмотреть спектакль в зале Прота. Когда он начинается, все очарованы историей и выступлениями Такасаки Нисаки. Как только пьеса закончится, Прота направляется туда, где находится Такасаки, но по пути его прерывает Игарачи, который спрашивает его, что случилось с его уведомлением, в котором говорилось, что Такасаки была его назначенной женой. Сразу после этого мы видим, как Ририма идет по тому же месту, и, услышав, как они разговаривают, она немного приближается к ним. В этот момент Игарачи признается Проте, что его настоящая пара — казаки. Внезапно Рима выходит из кустов, и они оба остаются смотреть на нее, так как не ожидали, что она будет там. Затем Рима пытается заставить Хигараши объяснить то, что она только что сказала, однако она уже повернулась, готовая уйти. Последнее, что она им говорит, это то, что хотя глаза, уши или губы можно закрыть,
Нельзя блокировать мысли или перестать думать о ком-то. После этого Римма и Эль-Прата остаются одни, что заставляет их обоих сильно нервничать. Эль-Прата извиняется за то, что поговорил с ней, не извинившись должным образом за то, что произошло на днях. Тем не менее, она дает ему понять, что готова заключить перемирие, чтобы он мог понять, что имел в виду Гараша. Прата быстро объясняет ему, что она спросила Идзиму о том, была ли она его назначенной партнершей, и он ответил утвердительно. Позже он встречается с остальными актерами спектакля, чтобы поздравить их с их работой. В этот момент Ририма очарована красотой человека, которого я играю Джульетту, поэтому мальчики объясняют ему, что этот человек не подходит, что вызывает у Риримы улыбку, которая исчезает и отказывается признать, что этот очаровательный человек – извращенец Исаки. Затем прибывают родственники Исаки, чтобы поздравить его с его выступлением. Однако, увидев, что его брат смеется над ним, Нисака хватает его за шею и просит убраться с этого места. В разгар этого мы видим, как отец Нисаки подходит к Проте, чтобы поблагодарить его за приглашение его сына в поход. Так что в качестве благодарности он хотел бы пригласить Проту и его друзей на свадьбу. Во время смены сцены мы видим, что Прота установил контакт с Игараси, и видно, что он очень сосредоточен, думая о том, что сказать ему в своем запросе на добавление в друзья. Как вдруг он получает уведомление о том, что от него требуется, что она отклонила его просьбу. Сегодня днем мы видим его очень подавленным, он курбузит в парке, где он собирается встретиться с Риримой. Она спрашивает его, что произошло, поскольку по телефону казалось, что он вот-вот умрет, только потому, что Гарачи отклонил ее просьбу о дружбе. Тогда Ририма предлагает попробовать написать ей, и Прота говорит ей не делать этого, потому что у нее нет надежды, что он согласится. Однако Игараси быстро принимает просьбу и говорит ему, что он может встретиться, чтобы обсудить то, что он сказал на фестивале, и что Прота тоже может пойти, если он согласится. Хочет. Впоследствии мы видим, как Гарри, Рима и Прота встречаются с Хигарачи в кафе для домашних животных. В этот момент лицо Римы радуется, увидев всех кошек, и направляется прямо к ним, чтобы погладить их. Воспользовавшись этим моментом наедине с Хигараши, Прота говорит ему, что по его мнению его телефон может быть неисправен, так как он отправил ему запрос на добавление в друзья, и устройство заблокировало его. Перед лицом этого она дает ему понять, что это не так, поэтому она сама заблокировала это. Услышав это, мы почувствовали, как душа главного героя покидает его тело, ошеломленная очевидным отказом Гарачи. Затем Прота напоминает ему о том, что он говорил ему в школе о Такасаки со своим назначенным партнером. Однако она признается, что упомянула об этом, потому что Такасаки был ее другом и хотел поддержать ее. Затем она добавляет, что раньше это было не так, потому что в Такасаки было что-то, что вызывало у нее недоверие, пока однажды она не заметила, как Такасаки выражал свои чувства, когда говорил о Проте или о связанных с ним вопросах. Это был единственный момент, когда можно было узнать настоящую Такасаки. Позже мальчики расспрашивают Игараси о ее связи с проектом бракосочетания, поскольку ее фамилия появилась в интернете. Затем она рассказывает, что ее бабушка была основателем этого проекта. На самом деле она утверждала, что как только ты встречаешь своего партнера ни с чем, другие твои любовные увлечения кажутся ложью. Вот почему, когда придет время, она хотела бы испытать это чувство. Как раз в этот момент появляется Идзима и говорит Игарачи, что она не имеет права больше ничего говорить, и что ей следует покинуть это место. Она также говорит ему, что нет никаких шансов, что для нее будет назначен правительственный партнер. То же самое происходит, если она естественным образом влюбляется, поэтому она не должна приходить в голову парням с абсурдными словами. В этот момент Игараси осознает свою ошибку и сожалеет, что потратил впустую время с кем-то, у кого нет планов выбирать Такасаки своим партнером. Позже Ририма спрашивает Прота, каким будет его решение, и готов ли он выбрать Такасаки в качестве партнера. В этот момент Прота признается, что не уверен, что он будет делать, и что одна из вещей, которые ему нравятся в ней, это ее искренность. Вот почему она берет его за руку, и они вместе направляются к станции метро. Во время смены декораций наступает день долгожданной свадьбы брата Нисаки, на которую были приглашены мальчики. Какая-то дама приглашает их на фотосессию, чтобы рекламировать церемониальный зал, и она хотела бы, чтобы Ририма и Такасаки стали ее моделями для буклета. Однако Ририма не уверена, что будет участвовать. Именно тогда Такасаки предлагает ей присоединиться к практике на их будущей свадьбе. Они, наконец, обмениваются контактами с хозяйкой и соглашаются отправить информацию по электронной почте. После чего они спешат войти в церемониальный зал, чтобы увидеть счастливую пару, выбранную правительством, и остаются думать, будет ли их день таким же чудесным, когда придет их время. Позже они направляются в сад, чтобы сфотографироваться с молодоженами рядом с их родственниками. Прота понял, что забыл свой телефон в парадном зале, поэтому спешит вернуться за ним.
Однако у входа встречает Такасаки, который плачет, пораженный праздничной атмосферой свадьбы. Она знает, что ее отношения с Эль Прата невозможны, но по крайней мере один раз она хотела бы услышать, как он скажет, что любит ее. Сразу после этого Эль Прата берет ее за руку и целует, чтобы подтвердить свои чувства. В этом Ририма, которая искала Эль Прата, наблюдает за этой сценой и удивляется, увидев его в таком виде. Позже по дороге домой Юкари не может не думать о том, что случилось с Такасаки, потому что он сожалеет о своей опрометчивости и, вспоминая, как она улыбнулась после его поцелуя, понимает, что Юкари не может не думать о том, что случилось с Такасаки, что все уже не так, как в ту первую ночь, когда они признались друг другу в своих чувствах. Сейчас он стоит перед дилеммой относительно того, что он мог бы сделать для Такасаки. На следующее утро мать Прата будет его рано, чтобы сообщить ему о поездке Кирана к горячим источникам с семьей Херирима. Оказавшись там, родители обоих стараются, чтобы они проводили время вместе наедине. Однако примечательно, что Кэририма нервничает при одном и том же контакте с Протой, но через некоторое время расслабляется, и они оба наслаждаются обществом друг друга. После еды Прота направляется к горячим источникам. Он внезапно слышит голос Риримы с другой стороны стены и спрашивает ее, как выглядит бассейн со стороны женщин, и она отвечает ему, что он каменный. Затем она спрашивает его о разговоре, который у них был с Игарачи, и будет ли это правдой, что правительственные пары должны быть вместе. В ответ он говорит ему, что не знает, так ли это, но что он действительно знает, так это то, что он считает, что встреча с Такасаки превратила его в того, кем он является сейчас. К тому же, когда я учился в начальной школе, он думал, что она была его предначертанной любовью. В этот момент Прота прерывают его тесть и отец, не давая ему закончить озвучивать то, что он хотел сказать Ририме. Позже мы видим, что она и Юкари собираются жить в одной комнате, но ни одному из них не удается заснуть. Поэтому Ририма говорит Проте, что хочет о чем-то с ним поговорить. Видя ее такой серьезной, начинает нервничать. Однако она прерывает его и говорит ему, что он должен выбрать Такасаки, а не ее. Из-за этого замечания Прота парализован, не зная, что сказать. Тогда она объясняет ему, что с тех пор, как она помнит, она только и делала, что училась и всегда делала одно и то же. Однако с тех пор, как она встретила его как своего назначенного партнера и подружилась с Такасаки, все изменилось. В те дни, когда она встречалась с ними, она засыпала, думая обо всех развлечениях, которые у нее были в тот день, а в те дни, когда она этого не делала, она оставалась думать о следующем, как только они встретятся. Это было похоже на то, что они каждый день собирали новые сокровища, и пока это происходило, у них появлялись новые друзья. Ее мир изменился так кардинально, что это было похоже на то, как будто они наложили на нее заклинание. Поэтому она считает, что если Эль Прата и Такасаки со своей любовью сделали это с ней, она уверена, что они явно должны быть вместе. Следовательно, она поддерживает их отношения и считает, что у нее должна быть возможность свободно любить друг друга. Хотя она осознает, что эта ситуация может быть немного болезненной для нее, она считает, что того, что они оба дали ей, достаточно, чтобы уравновесить эту боль. Сразу после этого она рассказывает ему, что она изучала, как без проблем выйти из пары, и обнаружила, что если они притворятся, что плохо ладят, они могут свести на нет сказанное. Помолвка. Это может занять немного времени, но если это сработает, Такасаки мог бы сделать то же самое с любым назначенным ему человеком. Так что Прота понимает, что Рима хочет, чтобы они лгали перед офицерами. Хотя Прота признается, что не уверен, что сможет притворяться, что ненавидит ее в течение 6 месяцев, он не хочет, чтобы это произошло. Услышав это, Ририма спрашивает его почему, поскольку с самого начала он хотел всегда быть с Такасаки. Тогда его спрашивают, действительно ли он сказал это ей в первую очередь. А потом он начинает плакать из-за этой ситуации. Тогда Ририма пытается его успокоить, но тоже начинает плакать. Они оба начинают говорить о том, что им нравится в Такасаки, и, наконец, он уже напоминает ей, что с самого начала они согласились работать вместе, чтобы выяснить, что Такасаки чувствует к нему, поэтому они не должны лгать. Сожалею, что в этот момент это произошло. После этого Прота признается Ририме, что на свадьбе брата Денисаки поцеловал Такасаки, и он почувствовал, что должен сказать ей об этом. Она отвечает ему, что ему не нужно оправдываться, потому что она не возражает, чтобы он делал такие вещи. В конце концов, вы работаете вместе, чтобы открыто любить друг друга. И в этот момент Ририма вспоминает поцелуй, который у нее был с Эль Прата, и думает о том, чтобы что-то сказать ему. Но останавливается, увидев, что Юкари краснеет, вспоминая Такасаки. Несмотря на это, набирается смелости и признается ему, что после того, как они расторгнут помолвку, он собирается пересмотреть свои отношения с Такасаки. Ваш следующий партнер, и когда вы это сделаете, вы влюбитесь в этого человека. Однако уже думает, что было бы нехорошо совершить ошибку, например, когда они ходили в специальный правительственный класс, поэтому она хотела бы попрактиковаться с ним в поцелуях. Это замечание огорчает Прота, который опускает голову, заставляя Риму думать, что он этого не хочет. Однако на самом деле все наоборот, потому что Прота распутник. Поэтому они начинают целоваться медленно. Как только они расходятся, Прота остается размышлять.
Если то, что он чувствует, не является любовью, то он не знает, что именно это такое. Несмотря на это, они оба решают солгать и скрыть свои чувства, чтобы защитить того, кого они очень любят. И на смене сцены наступает долгожданный день фотосессии свадебного платья. С другой стороны, мы видим, что Прата заперт в своей комнате, подавленный разговором, который у него был с Риримой, поэтому его друг Нисака пошел навестить его. Юкари воспользуется возможностью разрядиться, если признается ему, что, по вашему мнению, он допустил серьезную ошибку и теперь не знает, как загладить вину перед Такасаки. Тогда Нисака говорит ему, что знает, что чувствует себя виноватым, но этого не должно быть, поскольку люди, влюбленные в него, приняли это решение сами, а потом они сами получили ранение. Так что насколько он обеспокоен, это не проблема Прата. Поэтому если эти люди действительно важны для него, они не должны быть справедливыми, он просто должен ценить человека, которого любит. Из-за этого Прата выходит из дома и благодарит Нисаку, и последний остается, думая, что все, что он сказал, относится и к нему самому, поскольку он знает, что чувства, которые он испытывает к Проте, с самого начала были его собственное решение, и ему не за что винить Юкари. Впоследствии мы видим, что Ририма рассказала Такасаки о своем плане расторгнуть помолвку, но она отказывается принять это. Это потому, что она явно поняла, что что-то происходит между Прото и Риримой, но явно не хотела этого говорить. Тем временем мы видим, как Прата бежит туда, где находятся они, и, добравшись туда, говорит им, что они выглядят великолепно. И Такасаки разрыдалась, узнав, что они выглядят великолепно. Быть признанным им. В этот момент фотограф предлагает Ририме сфотографироваться со своим назначенным мужем, но она спрашивает, возможно ли, чтобы на снимке были все трое. И, наконец, Прата спрашивает себя, что такое любовь в безумном мире, где люди выходят замуж за кого-то, что им явно поручено. Он задается вопросом, естественно ли любить и лгать, чтобы защитить чувство вины от любви. И это оставляет нас с сомнением в том, с кем из них он остался, или явно ли он остался с обоими. И на этом аниме заканчивается. И если ты дошел до этой части видео, не забудь прокомментировать секретное слово, которым будет любовь.